Осенью 1918 года Австро-Венгрия начала распадаться. Одним из ее осколков стала Венгрия. 30 октября граф Михай Карай выступил в парламенте Венгрии с призывом разорвать унию с Австрией и провозгласить Демократическую Республику. Уже на следующий день началась хризантемная революция, по итогам которой в ноябре Венгрия объявила независимость в качестве республики, а Карай стал ее президентом. В парламенте Венгрии заседали 6 партий. Две из них, социал-демократы во главе с Маном Бухингером и коммунисты, которых возглавлял Бела Кун, набирали все большую популярность. 22 февраля 1919 в ходе демонстрации коммунистов произошла перестрелка с полицией. Бела Кун, как зачинщик демонстрации, был арестован, но это не пошатнуло позиции коммунистов. 20 марта президент Карай получил из Франции ноту Викса, в которой говорилось, что Венгрия находится в числе стран Тройственного Союза, то есть проигравших Первую мировую войну, и должна лишиться ряда земель. На следующий день Карай вместе со всем правительством ушел в отставку, и в тот же день было собрано новое. Оно состояло из членов социалистической партии, возникшей в результате слияния социал-демократов и коммунистов. Новое правительство провозгласило на территории Венгрии Советскую Республику. Ее первым председателем был избран Шандор Гарбай, бывший социал-демократ. Однако реальной властью он не обладал. Дело в том, что Бела Кун вышел на свободу и был назначен Народным комиссаром иностранных дел. Он наладил контакты с Лениным и, следуя его указаниям, очистил правительство от бывших социал-демократов, фактически захватив власть в стране. Бела Кун отклонил ноту Викса. Страны Антанты это возмутило, и они согласовали интервенцию в Венгрию из Румынии и Югославии. Силами интервентов командовали французы Анри Бертло и Луи де Эспире, а ее основу составляла румынская армия. Кроме того, политика красных пришлась по нраву далеко не всем венграм, поэтому против них выступила Белая национальная армия во главе с Миклашем Хорти. Его поддержала Чехословакия, пожелавшая воспользоваться хаосом войны для заполучения Северной Венгрии. Таким образом, в апреле 1919-го Советская Венгрия начала оборонительную войну по всем фронтам. Красную армию Венгрии возглавил Аурел Штромфельд. В мае его войскам удалось нанести ряд поражений Чехословакии и ненадолго застопорить продвижение интервентов. В это же время Бела Кун провел переговоры о мире с Антантой, но там потребовали безоговорочную капитуляцию. Тогда он попросил военную помощь у Советской России, но ее не последовало, так как русские коммунисты тоже вели войну на несколько фронтов. Не найдя союзников и не заключив мира, Советская Венгрия была обречена. Среди населения начались беспорядки, которые подавили так называемые «ребята Ленина», вооруженный отряд добровольцев, возглавляемый Йожефом Черни. Жестокость, с которой отряд расправился с недовольными, настроила против коммунистов большую часть населения. 1 августа красноармейцы дали интервентам последний бой под Будапештом и через 2 дня были полностью разбиты. 3 августа силы интервенции вошли в Будапешт, а советское правительство, включая Куна и Гарбая, к тому времени бежало из страны. Последнюю попытку помириться с интервентами предпринял новый председатель Советской Венгрии Дьюла Пейдель. Переговоры закончились неудачей, и 6 августа он был смещен с должности интервентами, а его республика прекратила свое существование. 16 ноября Будапешт был передан белогвардейцам, восстановившим королевство Венгрия. Однако отдельные очаги советского сопротивления в Венгрии существовали до конца 1919 года. Они потухли в декабре, когда были пойманы и казнены последние ребята Ленина во главе с Черни. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш Patreon. Сим победиши! Кстати, первый секретарь Народной Республики Венгрии, Матиаш Ракоша, в молодости был видным деятелем Советской Венгрии.